Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Курс доллара, курс евро, курс рубля, основные события и макроэкономические индикаторы. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Начнем с Китая. Так, китайский индекс CSCI 300. Ну, смотрите, здесь мы подошли к верхней границе. И текущая формация наиболее вероятно, что здесь будет отбой и движение либо вот в этом диапазоне, либо пойдет более глубокое корректирующее снижение. Если все-таки будет пробой уровня 4800, то мы можем увидеть новые ралли. Но пока такой сценарий маловероятен. И сегодня он уж точно крайне маловероятен. Поэтому, скорее всего, мы закроемся, наверное, где-то в районе нуля. Нету ни роста, ни падения, и здесь влияние на российский рынок будет нейтральное. Так, далее китайский юань, но здесь видите, он не начинает ослабляться, то есть он вот вблизи вот этой магической границы. Если он ее пробивает, то скорее всего между Соединенными Штатами и Китаем достигнуты какие-то стратегические договоренности. Судя по тому, как он двигается, конфликт между США и Китаем пока задвинут на второй план. Так, далее индекс доллара. Ну, смотрите, здесь ситуация, она просто, что называется, крокодилии слезы. Потому как масса разворотных формаций, игра вокруг сильного уровня, и ни туда, и ни сюда. По сути, здесь вот произошел разворот. Чем дольше он не будет продолжать снижение, то есть уходить под вот этот сильный, локально сильный уровень 93.44, тем, соответственно, больше вероятно, что все это движение по ослаблению доллара завершилось, и мы здесь получили самый натуральный разворот. Вот. Но пока как бы, опять же, видите, висит он над этой линией и не начинает движение вверх. Вот. И поэтому такая ситуация, когда он замер, здесь такое ощущение, что июль еще не прошел и не наступил август, когда как бы начинаются пертурбации. Поэтому еще какое-то время подождем. Но чем дольше он будет здесь колебаться над этим уровнем и закрываться выше него, тем больше вероятность того, что вот это вот действительно разворотная формация, и мы в самое ближайшее время увидим рост доллара. Но если таки здесь пойдет все-таки движение под него, и мы увидим пробой 93.25 и закрепление ниже 93.25, то уже скорее всего взятие вот этого минимум будет вопросом техническим. Вот, поэтому вот сейчас все внимание, оно к этому индексу приковано, потому что он определяет направление движения капиталов и, соответственно, то есть по нему можно понять, куда двинутся рынки в самое ближайшее время. Сейчас пока мы находимся в штиле, то есть с одной стороны значительно ослаб доллар, риск он произошел, с другой стороны сейчас как бы решается судьба, куда это движение должно осуществляться дальше. Вот, но пока больше факторов на то, что он развернулся. Так, далее S&P, SFD на фьючерс S&P. Ну смотрите, болтается он здесь вверху. Но вот вчера, конечно, закрытие было не очень хорошее. Закрылся он под 3300. То есть это говорит о том, что вроде как движение оно идет, но оно достаточно слабо. Если сегодня-завтра вот эта цель уверенно не будет взято и не будет закрытия на 3300, скорее всего, мы здесь увидим разворотную, как минимум, корректирующий откат на 3220-3200 или разворот уже во всей этой тенденции. Так, друзья, далее индикатор для нас достаточно важный, это стоимость нефти в рублях 1 барреля. Смотрите, как ни крути, но здесь тренд растущий. Это дневной таймфрейм, то есть постепенно он растет. Вчера, конечно, была попытка разворота, но эта попытка, скорее всего, она успехом не увенчается. Увенчается успехом, если пойдет пробитие 3000. Вот. Ну и поэтому за ним, конечно, понаблюдаем, но я сомневаюсь, что здесь будет разворот, потому что вот этот фактор, он напрямую связан с наполнением российского бюджета. И поэтому вот этот вот растущий тренд, он, конечно, не 45 градусов, но тем не менее, я думаю, его будут ввести к 4000 и осенью, в сентябре-октябре весьма вероятно, что его сюда свозят. К чему это я? Да к тому, что вот этот тренд здесь
соответственно, включены два компонента. Это стоимость нефти в долларах и стоимость доллара в рублях. То есть что-то должно вырасти. Либо нефть должна скакануть, либо рубль должен просесть. Либо ишак, либо падишах. Так, далее индекс RGBI российских ОФЗ. 4-часовой таймфрейм. Вот, здесь у нас началось падение ранее, которое связано со снижением процентной ставки ключевой ЦБ. Вчера и в пятницу мы наблюдали все-таки отскок. Не пошло снижение, должно было все-таки оно дойти где-то до 154. Такового не произошло. Это говорит о том, что, видимо, капиталы, которые были получены, возможно, в результате дивидендов, возможно, кто-то заводит капитал. Но, в общем-то, сейчас возникла ситуация, когда, судя по всему, формируется какой-то небольшой локальный поток в российские активы, в том числе ОФЗ. Но мы помним, что завтра размещение ОФЗ, а под размещение ОФЗ любят рубль укреплять. Посмотрим, насколько получится это сегодня. Давайте пробежимся по позициям во фьючерсах. Рубль-доллар. Юридические лица нарастили лонги, порезали шорты. Рубль-евро. Юридические лица лонги нарастили, шорты порезали. То есть они делают ставку на то, что сегодня, скорее всего, будет отскок доллара к рублю и евро к рублю. В евро-долларе порезали лонги, то есть ожидают, что евро будет к доллару проседать. Опять же, обращаю внимание, вот эти цифры, если юридические лица что-то наращивают, это не означает на 100%, что движение будет в этом направлении. Но корреляция есть. И корреляция больше 60%, в районе 70%. То есть, если они что-то наращивают, то, как правило, в этом направлении и идет движение. Но не всегда, далеко не всегда это развивается именно таким образом. Плюс есть определенные активы, в которых в данных вопросах возникает, наоборот, раскорреляция. То есть там нет никакой связи. Это связано, по-видимому, с тем, что есть хеджовые позиции. Так, по золоту делают ставку на то, что золото сегодня будет расти, лонги увеличили. По нефти здесь какой-то трешак. Срезали много и лонгов, и шортов. Но сказать, вот исходя из такой динамики изменения, на какое направление они рассчитывают, проблематично. Скорее всего, боковик. Ну и наш волшебный физик пока еще сидит в лонгах по нефти. Видимо, ждет закрытия гэпа на 45. Так, ну вот еще по ГМК во фьючерсах интересная позиция. Юрлица делают ставку на то, что сегодня ГМК будет продолжать расти. Так, ну вот рынки растут, все расслабились и все забыли о предупреждении дяди Джима Крамера о том, что 28 июля является некой отправной точкой. Почему это так? Потому что демократы и республиканцы так и не договорились в Конгрессе о том, что каждую неделю американцы будут получать выплаты по $600. И сейчас, вот эта первая неделя августа, вопрос находится в подвешенном состоянии. То есть не принято решение о стимулирующих выплатах. Закончится эта неделя, американцы не получат по чеку $600. И это приведет к тому, что они будут меньше тратить, они попадут в сложную ситуацию. И здесь вполне возможно возникновение коллапса, потому что начнется дополнительная экономия, и это приведет к тому, что рынки начнут сдуваться. Да и в конце концов, черт возьми, американцы просто не будут эти деньги заносить на свой фондовый рынок, и он перестанет пузыриться. Поэтому вот эта неделя, она вроде бы такая июльская блажь, она сохраняется, но коварство заключается в том, что если до конца недели не договорятся республиканцы с демократами о пакете стимулирующем, или будет принят пакет, который пролоббируют республиканцы, там значительно меньшие выплаты, то мы увидим на следующей неделе очень сильную негативную динамику, возможно, даже и в эту пятницу. Так что, друзья, вот этот вопрос держим на контроле, но пока он определенную неясность в себе несет, потому как если не договорятся, то можем увидеть резкое движение вниз, вполне можем увидеть. Тут, конечно, с другой стороны, все-таки, наверное, разумность она возобладает, но не факт. Сейчас могут взвинчивать ставки до последнего и одна, и другая сторона. Так, ну вот ФРС жаждет напрямую
оказывать помощь американцам и путем общественных дискуссий, ориентируясь на инфляцию, принимать решения относительно выплат. Ну, я не знаю, насколько это серьезное намерение, к чему оно приведет. Но если как бы на самом деле, то есть они хотят воплотить в жизнь, что они по факту общественного наблюдения, ну то есть как бы решение общества и ориентируясь на ставку инфляции проводит выплату, то фактически, наверное, это уже какие-то властные полномочия. Так, ну и вот ключевые индексы американские, которые рассчитываются, то, что идет рост смертей от коронавируса, первичные заявки по безработице немножко начинают расти, а индекс потребительского комфорта, рассчитываемый Bloomberg, начинает разворачиваться в июле и снижаться. Так, вот еще что примечательно. Такой вот интересный график. Дело в том, что до 2008 года, но с 2000 до 2008 движение, рост и снижение фондового рынка, оно зависело от ставок ФРС, так называемый пут Гринспена. Но в 2008 году ситуация изменилась. И на текущий момент движение рынков стало зависеть от баланса ФРС. А как мы знаем, с июня ФРС баланс начала подрезать. И это в связи с такой корреляцией создает уже в ближнесрочной перспективе давление на рынке и возможность того, что разовьется очень сильное корректирующее движение вниз. Вопрос только, когда это произойдет. Вот как эта зависимость в 2020 году начала выглядеть. Вот. Ну и соответственно, если ФЕД начинает сокращать баланс, а с июня он начал сокращать баланс, то рынки, судя по всему, скорее всего, окажутся тоже под давлением в августе, в сентябре. Ну и вот такую зависимость выявили американские экономисты, и не только американские, взаимосвязь падения фондовых рынков с балансом ФРС. Так, друзья, вот график рубль-доллар USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но что мы видим? Вчерашняя свеча, она указывает на то, что здесь, как ни крути, произошел разворот. Обсуждали диапазон 74,5-75. Ну, получается, где-то вот в этом диапазоне мы не задержались, проторговка не состоялась, и сейчас пошло корректирующее движение вниз. Вопрос, это действительно будет просадка и укрепление рубля аж в район 72.16, 71.38, и вот этот вот весь прогноз, связанный с ростом доллара, он не сработает. Но смотрите, вот сейчас с моей точки зрения ситуация очень сложная. Она очень сложная в том плане, что очень много манипулятивных действий. Рынок, он постоянно усложняется. То есть здесь, как вы видите, простых решений их нету. И если бы они были, просто кто-то один сделал бы ставку и все деньги бы забрал. Вот. Означает ли это свеча, что пойдет корректирующее движение вниз и рубль будет укрепляться до 72.16 и возможно до 70? 1,5 и потом даже до 76. Такое возможно, но с моей точки зрения все-таки движение вот в этот диапазон, оно маловероятно. Здесь вот напрашивается какой вариант? Это высадка и начало после этого роста доллара и евро к рублю. Вот смотрите, сегодня, я думаю, все-таки высока вероятность того, что мы увидим корректирующий откат в любом случае и рост доллара. Вот. Если этого не произойдет, и мы увидим дальнейшее движение вниз, то для этого мы должны переписать вот этот лой. Этот лой это 73.06, 73.05. Мы этот лой вчера на споте не переписали. На фьючерсах там, конечно, соплей было полно. Вот, но на споте, тем не менее, мы уперлись вот в этот диапазон, который 73.15, 73.3, и в этом диапазоне застряли. Что из этого следует, с моей точки зрения? Ну, позиции юриков, они ждут роста, отскока доллара. Я думаю так, что если мы с утра на объеме пробиваем 73, то высока вероятность того, что мы уйдем в этот диапазон. Вот сюда вот. Если 73 будет не пробито, либо будет короткий удар и потом откат, сразу же в этот диапазон, следующие там минуты торгов, первые полчаса, то тогда высока вероятность, что мы увидим корректирующий отскок, и цель этого отскока
первое, будет отработка уровня 73,6. Здесь, смотрите, надо держать в голове два момента. Первое, обманка декабрьская, когда все ждали укрепления доллара и падения рубля, и всех засадили. Такое может быть, и это, в общем-то, любимая игра, когда на рынках всех засаживают подряд. Вот. Но с другой стороны, никто не отменял, во-первых, фактор августа. Август это месяц перемен. Потому что, во-первых, бонзы Уолл-стрит выходят из отпусков, это раз. Во-вторых, заканчивается первое полугодие и начинается расколбас. Да, именно первое полугодие, потому что июль, который идет после окончания первого полугодия, это период отпусков. И, как правило, все находятся в подвешенном состоянии. Именно вот этот факт окончания полугода и эту игру ее именно реализуют в августе, начиная с августа. Так, ну и по часовику что мы здесь видим? По часовику у нас вот это движение по логике вещей, оно должно продолжиться вниз на 72,8. Потому как мы не переписали лой. Вот как только мы этот лой переписываем, здесь либо снижение объема и разворот, и в этой ситуации цель для отскока будет движение. Первое, это вот этот диапазон 73,70, 73,66, 73,6, вот сюда вот. И далее, если он задержится, то, соответственно, развивается движение выше 74. Вот сюда, вот в эту область. Если же мы все-таки пробиваем вот этот лой 73.05 на открытии и развивается движение вниз, ну там буквально первые минуты, то высока вероятность, что мы дойдем вот до этого уровня, возможно даже до 72.57. Если здесь начинается проторговка и задерживается, то, скорее всего, мы увидим дальнейший заход на 72.13. Но обращаю внимание, что вот эта вся игра, она, в общем-то, достаточно обманный характер носит. И фундаментально, как ни крути, как ни показывай вот такие выбросы и спады, все равно рубль рано или поздно будет слабеть. Это связано с платежным балансом и состоянием экономики. Возможен, конечно, вариант, что сейчас произойдет разворот капитала и приток капитала западных площадок, он усилится. Это на какое-то время ситуацию поддержит. Вот. Возможно, ее даже поддержит до того момента, когда начнут сыпаться другие рынки. Итак, друзья, пробой 73.05 на объеме, уход сюда и, возможно, даже ниже. Если мы сейчас с утра начинаем отскакивать и пробиваем 73.25, 73.23, то отсюда развивается движение. Первая цель 73.6, потом, если здесь проторговка, движение на 74.1. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь ситуация, конечно, она порасколбаснее, чем с долларом. Евро отлили очень мощно, объемами это подтверждается. И по-хорошему вот с таким раскладом сходить бы еще хотя бы как минимум вот сюда. На 84,9, 85,4. Вот сюда, вот в этот диапазончик. Но лой не переписали, вот этот. Соответственно, если сейчас на открытии перепишем лой, а потом отсюда разовьется отскок, то есть если не будет пробито и не произойдет закрепление ниже уровня 85,8, то здесь произойдет донабор позиций и отскок, цель движения которого будет 87.15. Если все-таки мы пробиваем на объеме вот это значение, которое 85,8, то здесь у нас пойдет движение, цель которого первое это отработать 84,9. 84,9 здесь скорее всего возникнет проторговка и отбой. Если она пробивается, то развивается движение на 83,3. Так, ну и часовик. Часовик здесь, конечно, не айс, потому что закрылись под вот этим уровнем, который 86.22. То есть по логике вещей вот отсюда надо сходить на 85,8, так же как на дневках мы с вами видели. И далее, если здесь пробой на объеме, то пойдет движение, которое должно запарковаться на 84 и 87, 84,9. Но, судя по позициям юридических лиц, они все-таки делают ставку на отскок и на рост евро к рублю и доллара к рублю. Но помните такую вещь очень важную. На самом деле, вот пока нету четкой разворотной формации, даже когда достигается уровень, даже когда кто-то начинает набирать позицию, вот все эти движения на лонг,
это является ловлей падающего ножа. И поэтому, во-первых, они должны, если все-таки здесь делать лонг со стопом, ну я во всяком случае со стопом, я пока не уверен, что и какие позиции лонговые или шортовые я буду открывать. Я посмотрю, наверное, все-таки первые 5-15 минут, как пойдут торги. Вот. Но тем не менее, то есть, когда идет ловля такой ситуации, надо обязательно ставить стопы. И есть железное правило. Если 2 раза подряд промазал, надо отвернуться и какое-то время подождать. Потому что потом эмоции начинают брать верх, а эмоции они ни к чему хорошему не приводят. Так, друзья, ну и фьючерс на индекс РТС. У нас как бы вот пошло вчера движение к верхней границе проторговки. Юрики набрали лонгов. Поэтому, судя по дневке, ну, здесь как бы уже сформировалось движение, цель которого пощупать вот эту верхнюю границу. Если она пробивается на объеме и происходит закрепление, следующая цель 131. Сейчас давайте часовик посмотрим. Так, но часовик здесь немножко похитрее. С одной стороны как бы должно быть движение, цель которого 127 300. С другой стороны, вот если здесь на открытии произойдет пробой на объеме 125 450, то скорее всего это движение вниз откатное приведет к тому, что пойдет движение вот сюда, вот к нижней границе. Она находится на 122 800, вот здесь вот в этом диапазоне. Поэтому если нет пробоя вот этого значения, то скорее всего здесь пойдет рост, цель которого потрогать 127 300. Если здесь будет пробой и закрепление движения на 131 тысячу. Я предлагаю ориентироваться на то, как будет взаимодействие с уровнями происходить, потому как видите сами, что ситуация часто развивается весьма непредсказуемо. Все, друзья, спасибо за внимание, всего наилучшего.